Я приветствую подписчиков и гостей канала «Спицами и крючком». К Пасхе я подготовила для вас мастер-класс очень элегантной курочки в шляпке с крылышками и хвостиком, а также с подставками под пасхальные яйца. Красиво смотрится и с яичками тоже. Если вам нравятся мои проекты и вы еще не подписались, то можете это сделать прямо сейчас, и тогда вы не пропустите мои новые мастер-классы. Я обвязала по всему краю нашу салфеточку. Теперь отставляю это в сторону и попробую вместе с вами связать вот такое крылышко. Одно я уже связала. И сейчас я свяжу вместе с вами второе. Для этого я делаю 23 воздушных петли. Раз, два, три, 4, 21, 22, 23. И теперь иду в седьмую петлю от конца. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И делаю туда столбик без накида. Вот у нас получилась такая петелька. Затем я делаю 2 воздушные петли. Пропускаю одну петельку и во вторую делаю опять столбик. 2 воздушные петли, пропускаю петельку, делаю столбик. Так вяжу до конца ряда. Получаются такие ячеечки. Я довязала до конца ряда. Теперь разворачиваюсь и иду под наши петельки, которые у нас были в прошлом ряду. Делаю петлевочную петельку и затем 3 воздушные петли. То есть одну петельку у нас идет для подъема как бы и 2 для перехода. Затем следующую делаю столбик, под следующие петельки делаю столбик без накида, затем 2 воздушные петли, столбик без накида и так далее, то есть до конца ряда. Все время 2 воздушные петли и под воздушные петельки предыдущего ряда столбик без накида. Я довязала до конца ряда, последний столбик сделала под те 7 воздушных петель, которые у нас были в самом начале. Разворачиваюсь, опять делаю петлевочную петельку под петли предыдущего ряда. Перехожу в серединку, делаю 3 воздушных петли и иду под воздушные петельки столбиком без накида. 2 воздушные петли и в следующие. И так я провязываю до конца ряда. Вот я довязала до конца ряда. Мы замечаем, что у нас идет постепенное убавление. То есть в каждом ряду у нас убавляется по одной ячейке. Таким образом,
я вяжу всего 6 рядов, то есть еще 3 ряда, 3 я уже провязала. Всего я вяжу таким образом 6 рядов. То есть вначале я делаю всегда 3 воздушных петельки, а потом по 2. Почему здесь 3? Потому что одна как бы заменяет зрительно столбик без накида. Я провязала 6-й ряд, и в 6-м ряду у нас осталось только 3 ячеечки. Теперь мне надо сделать обвязку этого крылышка. Я как бы здесь закончила и иду отсюда под следующие петельки петлевочной петлей. И отсюда начинаю обвязку. Я делаю 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Перехожу под следующие петельки. Затем делаю 2 воздушные петли и иду туда же. То есть у нас здесь получается, ну, как бы пико, но не совсем как пико, а просто так как бы у нас будет возвышение здесь. Почти как пико. Затем делаю опять 3 воздушных петли. 1, 2, 3. И иду дальше, куда у нас зрительно это получается. Делаю 2 воздушных петельки и еще один столбик туда же. Затем 3 воздушных петли. 1, 2, 3. Иду в уголочек. Здесь делаю то же самое, 2 воздушные петли и туда же еще один столбик. Вот этот край я просто прохожусь так же, как я вязала вот все эти ячеечки. Просто 2 воздушные петли. Это у нас верхний край крылышка. И иду просто под воздушные петли, самые первые, которые я делала. 1, 2. И под следующую ячеечку. 1, 2. Под следующую. И так до конца ряда, пока не дойду до вот этого уголка. До этого уголка мне надо дойти. Я дошла до уголка. И теперь делаю 2 воздушные петельки. Иду туда же столбиком без накида. То есть это у нас как бы получается первый такой уголочек. 3 воздушные петли. 1, 2, 3. И иду под следующие петли. И так обвязываю все крылышко до того, до тех петель, где мы начинали обвязку. То есть я делаю опять 2 воздушные петли. Столбик без накида туда же. Затем 3 воздушные петли и так далее. Вот у меня получилось такое крылышко. Теперь я начинаю набивать нашу курочку. Для начала я набью ей как бы голову и шею. Набиваю круга, чтобы было.